Всем привет! Вы на канале «Северный Кипр глазами студента». Меня зовут Полина. Сегодня я хочу взять интервью у своей подруги и по совместительству одногруппницы, а также соседки по комнате Лизы. Всем привет еще раз, меня зовут Лиза, мне 18 лет, и я так же, как и Полина, закончила первый семестр на курсе Tourism Industry and Hospitality Management. Также хочу упомянуть, что я выбрала двухлетнюю программу вместо 4-летней, и дальше в Полинином интервью я расскажу, почему. Лиз, первый и самый, наверное, важный вопрос. Как тебе обучение в целом в университете и какие у тебя первые впечатления? Мои первые впечатления были, это, конечно же, страх, немножко непонятно, как освоиться, что делать, постоянно надо будет разговаривать на другом языке, но это все быстро проходит. Университет и ассистенты, студенты других курсов постарше, чем ты, всегда помогают. И, в общем-то, атмосфера дружелюбная, поэтому ты быстро вливаешься, и все становится спокойно, и самому тебе становится понятно, что делать дальше, к чему стремиться. Поэтому я довольна обучением. В принципе, все устраивает. Как ты вообще узнала о Северном Кипре и о нашем университете? Инициаторами поездки на Кипр и обучения здесь были мои родители. Они узнали об этом университете, и мы стали над этим задумываться, и поэтому решили рискнуть. И вот так я оказалась здесь. Сложно ли тебе дается образование здесь? Первое время, конечно, было очень много вопросов, не сразу было понятно, о чем говорит преподаватель, но потом, когда привыкаешь постоянно слышать английскую речь и вникать в задания, не бояться говорить, все становится намного проще и легче, и каждый день все-таки, обучаясь здесь, нужно повышать свой уровень. То есть, приходя домой, лучше потратить лишние 30 минут на повторение материала, даже если ты это хорошо усвоил на лекциях. Да, это на самом деле правда, и нам преподаватели не раз упоминали это, что, приходя домой, лучше открывайте тетрадь и повторяйте записи, которые вы делали на паре. Ты закончила 11 классов в России, затем поступила в наш университет за границей. Почему ты решила учиться за границей, а не остаться в России и продолжить обучение там? На самом деле, начиная с 9 класса, у меня в голове была полная каша. Кем я хочу стать, куда пойти, а вдруг после обучения мне это не понравится, а вдруг еще будет сложнее. И всегда хотелось сделать английский частью моей жизни. Поэтому совет родителей и желание рисковать и попробовать что-то новое привело меня сюда. А вообще также я рассматривала много университетов по направлению туризма в России, но все-таки туристический бизнес за границей меня привлекал больше. Вытекающий вопрос из предыдущего, как твои родители именно отреагировали на то, что ты хочешь учиться за границей, и у тебя прям такое стремление и желание к этому есть? Мое стремление и желание вообще развивали, наверное, родители. У них было желание отправить меня далеко и надолго. Вот, поэтому как бы они отнеслись к этому, конечно, очень спокойно, но, понятное дело, родительское сердце всегда будет переживать. Вот, но они же хотят для меня только лучшего, поэтому они решили тоже рисковать. Какой самый сложный этап был при поступлении для тебя? Вспомни вот наше начало, сентябрь, вот эти вот дни тревожные. Я попала на позднюю регистрацию, и именно вот этот момент, когда ты идешь давать специальный тест в Prep School, как она здесь называется, то есть тебя без сдачи теста, IELTS, TOEFL или других экзаменов, показывающих твой уровень, не допустят до обучения. И поэтому экзамен сдается в 3 части. И это было достаточно волнительно и стрессово, так как ты сдаешь, а потом у тебя было слишком много мыслей, правильно, неправильно, а пройду, не пройду, достаточно ли баллов будет. Вот это, наверное, самый сложный момент. Да, соглашусь, я тоже вспоминаю вот эти вот времена, как самые тревожные, наверное, за все время. И вот именно волнение внутри тебя перед сдачей экзамена, это было, правда, очень постоянно думаешь, что у тебя недостаточно уровня, открываешь этот портал, и где же результаты, Да, где результаты. Вот. Но могу сказать, что все у всех должно получиться, если все будут стараться. Достаточно несложный экзамен, если сейчас мы о нем подумаем. Да. А почему ты выбрала двухлетнюю программу обучения, а не 4-летнюю? Ведь двухлетняя программа — это аналог того, что ты закончишь колледж в России, насколько мне известно.
Да, ты совершенно права, но мы с родителями совещались так. Если мы выберем пока двухгодовую программу, если вдруг мне что-то здесь не понравится. Поэтому по окончании первого курса полностью я определюсь, останусь ли я здесь на 4 года или закончу только 2, а потом поеду куда-нибудь еще получать бакалавр или прям уже заканчивать магистратуру. Вот, поэтому мы решили не рисковать на 4 года, все-таки все что угодно может случиться, поэтому был выбор двухлетней программы. Но разницы большой в принципе нет, все ассоциации в дипломе будут присутствовать. После первого года здесь я уже пойму, 4 года или все-таки 2, а потом куда-то дальше. Хорошо, а какие у тебя планы после выпуска университета? На самом деле это очень сложный вопрос. Это такой же вопрос, как в 9 классе, на кого ты хочешь поступать. Да. Вот, поэтому пока точно сказать не могу, но то, что это будет связано с туризмом и туристическим или hospitality менеджментом, это точно. На Северном Кипре очень много университетов на самом деле. Почему ты именно выбрала Eastern Mediterranean University, наш университет? Смотря по всем университетам Кипра, есть небольшая проблемка с тем, что когда ты будешь заканчивать этот университет, они выдадут диплом, а этот диплом будет датироваться только на территории турецкой стороны Кипра. И Турция. И Турция, да. И поэтому нет смысла как бы получать такие дипломы, если хочется жить или работать в другой стране, развиваться и так далее. А именно наш университет предоставляет такую возможность, что диплом будет котироваться на международном уровне. Поэтому очевидно, что выбор пал на этот университет. Вопрос об инфраструктуре Северного Кипра, а также нашего университета. Как тебе вообще здесь живется? Предоставляет ли университет какие-то удобства для студентов? А также, как ты добираешься? Далеко ли тебе идти до факультета от нашего общежития? От нашего общежития, где мы с Полиной проживаем, именно до нашего факультета вообще недалеко. И относительно каждого общежития их факультет не будет занимать больше 10 или 5 минут ходьбы. Вот, поэтому очень комфортно утром спокойно прогуляться по улочкам, подышать свежим воздухом. Также инфраструктура достаточно хорошая, большой выбор всяких кафешек, ресторанов, разных цен и разного вида кухни. Также присутствует много копи-центров и так далее, ATM-автоматов. Вот, поэтому по инфраструктуре могу сказать, что все достаточно находится в одном месте и занимает минут 5-10 ходьбы. А еще университет имеет 4 линии автобусов, которые для студентов бесплатные. Автобусы достаточно комфортные и ездят по всей Фомагусте, а также по всему университету. Например, если студенты проживают в нашей общаге, а им нужно доехать до школы Prep School, то автобус их довезет, и по времени они всегда вовремя приходят. И последний вопрос. Нравится ли тебе Кипр? Я в восторге. Кипр мне нравится своим климатом, культурой. Мне очень нравится, что здесь у нас в университете международная комьюнити. Как-никак тебе всегда будет легче потом преодолевать языковой барьер, потому что если что-то хочешь спросить, узнать, познакомиться, там все разное бывает, попросить помощи, то тебе все равно нужно будет использовать другой язык. Также мне очень нравится то, что мы можем обучать друг друга, мы делимся своими какими-то интересами нашей страны, а другие ребята своими интересами. Это очень прикольно, и поэтому, мне кажется, это большой плюс именно заграничных университетов с тем, что здесь немножко другая атмосфера, чем в своей родной стране. И напоследок я очень хочу тебя попросить, чтобы ты дала совет будущим студентам, кто хочет поступить в наш университет Eastern Mediterranean University. Если честно, сказать вам, что я бы посоветовала обращаться к Полине, потому что все-таки самому поступить сюда можно, но это будет очень стрессово. Всегда, когда прилетаешь куда-то в неизвестную страну, всегда будет присутствовать стресс, поэтому лучше иметь надежного человека. Поэтому я вам, если что, могу советовать Полину. А также, если вы хотите поступать сами, то внимательно изучите информацию на сайте. Достаточно все собрано в нужном месте и расписано все, что вам нужно сделать. А по приезде уже ориентироваться, ходить, спрашивать. Да, это может быть займет очень много времени, вы можете достать каких-то людей вопросами, но зато в вашей голове все будет чисто и понятно. А тем, кто готовится именно студенты для поступления, ребята, готовьтесь к экзамену, чтобы потом не платить
лишние полгода, а то и, не дай бог, год в преп-скуле, потому что она достаточно дорогая и будет даже по оплате больше, чем обычные факультеты. Готовьтесь с репетиторами сами, в интернете есть достаточно много материала, и сейчас все в свободном доступе. И еще также смотрите самплы или варианты, которые, возможно, попадутся вам на экзамене в преп-скуле. А если вы готовитесь к другим международным экзаменам, то это даже проще для вас, потому что в интернете, еще раз повторяюсь, все расписано, как и к чему нужно готовиться. Но главное, что вам хочу посоветовать, не волнуйтесь. Лиз, спасибо тебе большое за это интервью. Тебе спасибо, что пригласила. Ты очень все четко, грамотно изложила. Спасибо еще раз. Я надеюсь, в дальнейшем видео ты будешь мелькать у меня часто. Я тоже надеюсь на это. Ну а вам желаю я удачи в поступлении. По всем любым вопросам, я еще раз повторюсь, вы можете обратиться ко мне за любой помощью. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.